Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о растении, которое многие считают бесполезным сорняком. И напрасно, ведь оно очень полезно при болезнях печени и желудочно-кишечного тракта, при болезнях суставов, почек, сердечно-сосудистой системы, малокровии. Эта трава бесплатна. Ее использовали в древней китайской традиционной медицине, в Японии, в Риме. В процессе эволюции эта трава стала очень выносливой, поскольку ее неоднократно пытались уничтожать, и ей нужно было как-то приспосабливаться. Речь о простом одуванчике. Это не только красивый, яркий весенний цветок, но и благодаря своему богатому составу он обладает многими полезными свойствами. В нем много витамина А в виде бета-каротина, который поддерживает здоровье кожи и зрения. Витамин С, К, Е, ПП, витамины группы В, также флавоноиды, аминокислоты. Много микро- и макроэлементов – калия, магния, железа, кальция, марганца, фосфора. Содержится до 5% белка, что делает одуванчики питательным продуктом. Растение содержит тароксацин – это горькое вещество, в организме человека влияет на обмен веществ в печени и косвенно ускоряет регенерацию хрящевой ткани. Это самая эффективная трава при диабете второго типа, поскольку она помогает регулировать работу бета-клеток поджелудочной железы, которые производят гормон инсулин. Если они утрачивают свою функцию, то из-за этого начинает повышаться сахар в крови. Одуванчик эффективно помогает снизить уровень глюкозы в крови, понизить уровень инсулина и улучшить состояние при инсулинорезистентности. Диабетики первого и второго типа должны добавлять одуванчики в свой рацион питания или же готовят лекарственные средства на их основе. Сегодня я поделюсь некоторыми проверенными рецептами. Благодаря своему богатому составу одуванчик обладает многими лечебными свойствами. Особенно полезен при заболеваниях печени. Это растение помогает уменьшить отложение жира в печени, подавляя накопление вредного холестерина, что является профилактикой жирового гепатоза. При острых и хронических заболеваниях жирной печени, воспалении или фиброзе тканей врачи советуют как можно быстрее избавляться от воспаления, пока оно не перешло в цирроз. Одуванчик прекрасно улучшает отток желчи из печени, что является профилактикой образования желчных камней. При этом увеличение количества желчи позитивно влияет на пищеварение, уменьшая вздутие, несварение и синдром избыточного бактериального роста. Сбор одуванчиков лучше производить в экологически чистой местности, за городом или в чистых парках, где нет выгула животных. Растения нельзя собирать возле дорог или промышленных зон, поскольку они могут накапливать вредные вещества. Можно выращивать одуванчики у себя на грядках, как поступают в Японии. Заготавливать листья и цветки одуванчика нужно в сухую солнечную погоду, предпочтительно с утра. Листья и стебли нужно промыть, разложить тонким слоем на сухой чистой поверхности, сушить в темном сухом месте. Если использовать духовку или сушилку, то температура 35-40 градусов. Вкус одуванчика, конечно, несколько горьковат. Со временем горечь усиливается. Поэтому лучше собирать молодые листья из розеток, в них меньше горечи. Ранней весной, когда наш организм ослаблен, а витаминозы у многих, очень полезно употреблять свежие молоденькие листья и цветы одуванчика. Богатый состав этого растения способствует повышению иммунитета, снижает воспалительные реакции в организме, очень хорошо при хронической усталости. Я неоднократно встречала рецепты, в которых одуванчики поддают разнообразной термической обработке. Конечно, никакой особой пользы при таком приготовлении уже вы не получите. Я добавляю свежие листья и цветы одуванчика в различные салаты и вам советую. Обязательно нарезаю свежий лук, зеленый либо обычный. А вы знали, что в луке содержится большое количество кверцетина? Это одно из мощных природных антигистаминных средств, то есть он эффективен при проявлениях аллергии. Добавляю сочные и полезные листья салата, а также свежие цветы одуванчика. Кстати, цветы практически не горчат. Свежесобранные цветы одуванчика я также замораживаю для последующего использования. Далее нарезаю мелкими кусочками помытые свежие листья. И в сочетании с другой зеленью горечь одуванчика практически не чувствуется. И, конечно же, мелко нарезаем петрушку либо укроп. Посолить, поперчить по вкусу, заправлять можно растительным маслом. Кстати, полезные слизи в составе одуванчиков помогают в лечении язвенной болезни желудка и гастритах, при которых повреждается слизистая желудка. Слизи обволакивают стенки желудка, облегчая боль и защищают от действия желудочного сока. Также я люблю заправлять такие салаты сметаной, получается более нежный и насыщенный вкус. Если же вам не нравится горький привкус одуванчика, его можно уменьшить. Размешиваем чайную ложку соли в пол-литровой банке прохладной воды до полного растворения. И заливаем одуванчики, нарезанные размером 1-2 см, оставляем на 40 минут, потом раствор сливаем. Пока растение цветет, оно остается съедобным, а вот в период созревания постепенно теряет некоторые свои полезные свойства.
Поэтому я также замораживаю свежие молодые листья, предварительно их мою, нарезаю на кусочки 1-2 см, немного просушиваю от влаги, складываю в полиэтиленовые пакетики и убираю в морозилку. Многочисленные исследования показали, что эта удивительная трава содержит мощный фитонутриент – апигенин. Этот антиоксидант способен снижать риск развития рака и блокировать рост опухолей. Действие апигенина похоже на химиотерапию, но без побочных эффектов. Также полезные вещества в одуванчиках снижают уровень ДГТ, а это способствует предотвращению выпадения волос, аллопецию. Это растение отличное мочегонное, помогает избавиться от задержки жидкости в организме, отечности нижних конечностей, что помогает снизить артериальное давление и не приводит к дефициту калия. Это обусловлено высоким содержанием калия и витамина К1. А дефицит калия как раз часто является причиной повышенного давления. Калий играет важную роль в регуляции сердечного ритма, кровяного давления и сокращения мышц, предотвращает развитие аритмий, поддерживает работу нервной системы. Одним из побочных эффектов применения химических препаратов для понижения артериального давления, к сожалению, является вымывание калия из организма. Получается такой замкнутый круг. А употребление одуванчиков пополняет запасы калия в организме. Витамин К1 в одуванчиках важен для нормальной свертываемости крови и для метаболизма костей, играет важную роль в регуляции кальция в организме. Он препятствует отложению кальция в крупных артериях и кровеносных сосудах, перенаправляя кальций в костную ткань. Когда разрезаешь одуванчик, там выделяется млечный сок. Так вот, в период цветения его используют для избавления от бородавок и папиллом. Смазывать нужно ежедневно эти места по нескольку раз. Для приготовления лечебного настоя берем 1 столовую ложку измельченных сухих листьев одуванчика, заливаем 200 мл горячей воды, 80-90 градусов, не кипяток. Настаиваем около часа. Можно использовать термос. Процедить, принимать по 50 мл 3 раза в день за 20 минут до еды. Настой улучшает пищеварение, имеет желчегонное, мочегонное, общеукрепляющее противовоспалительное действие. Также очень полезны корни одуванчика. Их заготавливают ранней весной до начала цветения или уже осенью, в сентябре-начале октября. Для отвара из корня одуванчика берем 1 столовую ложку сухих или свежих очищенных корней, заливаем стаканом горячей воды. Томить на водяной бане 10-15 минут или на медленном огне. Дать настояться 45 минут или час, процедить и принимать по 50 мл за полчаса перед едой. Это хорошее средство для улучшения аппетита, у кого есть такая проблема, пищеварения, очищения сосудов от вредного холестерина. Обладает антимикробными и противовирусными свойствами. Но вот таким отваром не злоупотребляйте, поскольку он повышает свертываемость крови. Корень этого солнечного цветка обычно сушат, затем измельчают. Можно поджарить в духовке 10-15 минут при температуре 180 градусов до появления приятного запаха. И потом заваривать как полезный кофе. Можно приготовить лечебный чай. На стакан горячей воды 80 градусов берем 6-7 соцветий одуванчика и запариваем в термосе. 30-40 минут, затем процеживаем и наслаждаемся вкусом. В день можно употреблять до 3 чашек такого чая. Цветы одуванчика заготавливаем без цветоножки. Важно собирать их только в солнечную сухую погоду утром и когда они уже раскрыты. Цветы выкладываем в один слой и сушим в духовке или в инфракрасной сушке при температуре не выше 50 градусов. После правильной сушки они должны сохранить свой ярко-желтый цвет, а не превратиться в пух. Иногда измельчаю одуванчики вместе с другой зеленью и йогуртом в блендере, и не надо жевать. Друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайк и поделитесь им в своих соцсетях, пожалуйста. Задавайте вопросы, пишите комментарии, мне важно ваше мнение. Желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия. До новых встреч!